4 июня 1988 года в городе Арзамас произошла крупная железнодорожная катастрофа. При подъезде к железнодорожной станции Арзамас-1 Горьковской области РСФСР произошла детонация вагонов со взрывчатыми веществами. В результате погибли 91 человек и еще 744 человека получили ранения. Грузовой поезд номер 3115 из 54 вагонов следовал с оборонного завода имени Свердлова из города Дзержинск в Казахстан. В первых 3 вагонах состава находились промышленные взрывчатые вещества. Суммарный эквивалент этого груза составлял около 145 тонн. Взрывчатка была упакована в коробки из картона и ДСП, а также в мешки. 2 первых вагона были цельнометаллическими, а 3 деревянным. В нарушении установленных правил транспортировки взрывчатых веществ разных разрядов взрывоопасности перевозились в одном вагоне. Утром, в субботу 4 июня 1988 года, поезд достиг Арзамаса и в 9 часов 32 минуты по московскому времени возле автомобильного переезда на удалении 324 метров от здания вокзала Арзамас-1 произошел взрыв первых 3 вагонов. В зону разрушения попали около 1000 жилых домов и 160 промышленно-хозяйственных объектов. Образовавшаяся воронка имела длину 70 метров, ширину 30 и глубину 8 метров. В результате взрывов погибли 91 человек и еще 744 получили ранения. Пострадали 1500 семей, из них 823 остались без крова. Было повреждено 250 метров железнодорожного полотна, линии электропередачи, электроподстанция, газопровод и городская канализационная система. Пострадали здания вокзала, 2 больницы, 49 детских садов, 14 школ и 69 магазинов. Во многих зданиях Арзамаса взрывной волной выбило окна. Были повалены столбы и деревья. Одну из секций тепловоза отбросило на 200 метров. При этом машинист поезда и его помощник остались живы. По рассказам очевидцев, многие местные жители, увидев образовавшийся при взрыве столб дыма грибовидной формы, решили, что началась война, и Арзамас бомбят. Почти сразу начали распространяться слухи о том, что состав перевозил опасные химические и радиоактивные вещества. Позднее эта информация не подтвердилась. Тогдашний председатель Арзамасского горисполкома, впоследствии губернатор Нижегородской области, вспоминал: возникло ощущение спецэффектов, как в голливудских фильмах. Дома частного сектора стали разрушаться изнутри. Такого ужаса я в жизни никогда не испытывал. Взрыва всего поезда не произошло, благодаря тому, что сразу за 3 первыми вагонами со взрывчаткой были прицеплены несколько пустых. Для расследования причин взрыва и организации восстановительных работ была образована правительственная комиссия во главе с заместителем председателя Совета министров СССР. Ее эксперты работали на месте происшествия до 1 ноября 1988 года. Следственные действия вели Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности СССР. Специалисты даже пытались сымитировать взрыв вагонов с подобной загрузкой на полигоне. В качестве основной версии фигурировала самопроизвольная детонация взрывчатых веществ, просыпавшихся из поврежденной тары из-за нарушений правил погрузки. Однако в ходе экспериментов такая же взрывчатка не сдетонировала в аналогичных условиях ни от механического воздействия, ни от взрыва пропано-бутановой смеси, так как недалеко от места взрыва под железнодорожными путями проходил газопровод, утечку газа из которого с последующим воспламенением следователи рассматривали как возможную причину катастрофы. Ряд специалистов считают наиболее вероятной версией возгорания взрывчатых веществ в первом вагоне от искр из трубы тепловоза. Средства массовой информации также сообщали, что среди причин трагедии рассматривается диверсия. Официальных заявлений о причинах катастрофы не последовало, а материалы работы следственных органов были засекречены. Смотрите также: авария на предприятии «Прогресс». Крупная техногенная катастрофа в СССР произошла вечером 15 ноября 1983 года на предприятии «Прогресс» в Кемерово. В результате, по официальным данным, погибло 26 человек и не менее 200 пострадало. Друзья,
Поддержите наш новый канал, подписавшись на него и поставив лайк.